в этой серии. Раз уж я так далеко забрался, давайте отправимся еще дальше. Блин, неплохой такой кораблик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это плохо. Они мне зашли в тыл. Прикольно. А как говорится, быстрые ноги пизды не получат. Я вроде бы все правильно выставил. Я надеюсь, я сейчас не прыгну на 400 километров. Блять. Так, доброе утро. Я немного отдохнул. Растения все еще растут. Хорошо. Так, какие-то корабли летают. Ну да ладно. Блин, а тут, знаете, тут прям красиво. Тут атмосферно. Куча астероидов, планеты. Блин. Я знаю, чем я сегодня буду заниматься. Раз уж я нахожусь так далеко от дома, сколько мне до дома? 1600. Почему бы не слетать на разведку? Почему бы не слетать, наверное, к этой планете? Это, по всей видимости, Земля, это Марс. Почему бы не слетать на разведку и не посмотреть, что там вообще происходит, какие там есть фракции, какие там есть, не знаю, возможно, станции, контракты, корабли. Да, почему бы и нет? Раз уж я так далеко забрался, давайте отправимся еще дальше. Так, ставим прыжковый двигатель на максимум, 704 километра, и делаем прыжок в сторону планеты. Так, а пока прыжковые двигатели перезаряжаются, давайте-ка посмотрим на этот кораблик, и я думаю, есть смысл его починить. В принципе, практически целый кораблик. Водород на нем есть. Сколько тут водорода? 44%. Я думаю, это прям супер. Сейчас я его починю, и у нас на службе будет новый кораблик. Затрофейный, так сказать, кораблик. Ну что ж, я его починил. Выглядит он все так же. В принципе, довольно-таки прикольный водородный кораблик. Возможно, кстати, я его буду в дальнейшем использовать для кое-какой другой цели, но это мы уже узнаем сегодня. Так, я думаю, двигатели уже зарядились, и можно делать еще один прыжок. Да, все готово. Во время ожидания был замечен сигнал Mayday. Кажется, он был белый, но... Да, вот. Два маленьких корабля, один большой. Блин. Я, может, что-то не понимаю, но это не планета. Правильно? Да, это не планета, это какой-то типа круглый астероид. Там на нем лед. Но это не похоже на планету. Не, ну, типа, конечно, это похоже на планету, он абсолютно круглый. Но я к тому... А что он тут делает? Это больше... Ладно, странно. Так, что это за корабль? Я не знаю, кто ему давал такое имя, но он называется Encounter Panos F1. Надеюсь, это читается как Понос, а не Панос. 65 метров. Опасность нулевая. Нулевая. Не вооружен. Интересно. Так, на экране появились сигналы. Мерк. Рейдер дрон. Ага, окей. С мерками я как бы в нейтралитете, но давным-давно они на меня нападали, и я этого все еще не забыл. Не знаю, поэтому посмотрим, что тут в принципе есть. Блин, ну прям сферический круглый астероид. Доворачиваем корпус и смотрим, что это такое. Это какой-то кораблик. Кажется, ему очень плохо. Ладно, пойду его осмотрю. В принципе, они
как будто мертвые. Надеюсь, атаковать они меня не будут. Блин, неплохой такой кораблик. Довольно-таки компактный. Так, появились сигналы. Инкон. Кажется, они меня не видят. Это хорошо. Так. Окей, что я могу сделать с тобой? Я могу тебя взломать. Как я могу тебя взломать? Я могу зайти внутрь? Могу. Блин, клево выглядит, мне нравится. Так, хочу ли я портить с ними отношения? Мерки, да? Ну, с мерками у меня, в принципе, хорошие отношения, почти дружеские. Вопрос в том, нужен ли мне этот корабль. Ладно, давайте взломаем, посмотрим, что тут. В принципе, репутация только на 2 упала. Ладно, тут еще нужно взломать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ко мне летят ребятки. Так. Это плохо. Это плохо. Они мне зашли в тыл. Подрубаю двигатель. Разрываю дистанцию. По возможности. Ну, Инкон. Вот и пришел вас сейчас. Никогда мы с вами не воевали. Теперь повоюем. Так, хорошо. Дистанция разорвана. Так, давайте, турели, работайте. Супер. Один корабль готов. О боже, почему звук появился? Резко. Так. Что по опасности? Сиренити. Ну, он, кстати, улетел. Так, это что? Это мертвый чел? Ну да, все уничтожено, кроме Сиренити. Но он прям сваливает от меня. Так, по кораблю что у нас? Повреждения. Кажется, повреждений нету. Все супер. Да, все супер. Короче... О, он уже свалил. Возвращаюсь к астероиду и смотрим, что там осталось. Я вернулся, но не к астероиду, а к этому кораблю. Потому как его, судя по всему, подбили, и он начал дрейфовать. Так, скинем все. Посмотрим, что осталось от корабля. Ну... Я бы сказал, что он в принципе цел. Учитывая, в каком состоянии он был до этого. О боже, просто провалился через пол. Так, как к вам сюда зайти? Ага, вот. Даже щиты установлены. Блин, вот это слишком много снимет репутации. Так, все, корабль взломан. Я его чиню, останавливаю и возвращаюсь к вам. Так, корабль был практически остановлен. На нем есть пара живых ионных ускорителей, с помощью которых я затормозил. Так, сюда в него хорошенько так влетело, видимо, от того корабля. Так, давайте посмотрим, что тут вообще есть, что осталось. И в чем вообще суть этого корабля. Тут были криокамеры, граф-генератор, всякие таймеры, проход наверх, батарейка, дверка. Опа. Что это такое? Какая-то антенна, реактор, кнопка. Toggle block on-off. Ну, ты же не взорвешься, если я на тебя нажму, да? Slash beacon.
И что? Ты типа просто врубил антенну? Насколько ты тут? 5 метров. Ладно. Я не знаю, что это такое, но допустим. Так. Давайте спустимся обратно. Блин, клевый корабль. Если его, конечно, починить, восстановить, улучшить. Выглядит он довольно-таки клево. Блин, он уже потихоньку входит в Немезис. Так, короче. Мне этот корабль, в принципе, нравится. Сейчас я попробую его как-то зацепить Немезисом и прицепить его, короче, к себе. Возможно, я оставлю себе этот корабль. Довольно-таки интересный трофейный корабль. В общем, сейчас вернусь. Да уж, захват этого корабля чуть-чуть подпортил репутацию с мерками. Но вот такой вот кораблик. Я его прицепил. Сейчас, в принципе, кстати, надо бы выключить на нем ускорители, чтобы они мне не мешали. Вот, я его кое-как прицепил. Тут, в принципе, ну, близко, но приемлемо. Возможно, переставлю наверх буровой кораблик. Блин, мне он нравится. То есть это прям восстановить, и мне кажется, будет интересный корабль. Вернемся к первоначальной задаче. Отправляемся в сторону Земли, конкретно в сторону Луны. Я думаю, этого прыжка мне уже должно хватить, но скоро мы это выясним. Так, Ривер. Ага. Ну, сигналов у меня, в принципе, нету. Какой ты Ривер? Малютка? Малютка. Пойду в него ракету пущу. Мне нравится, как эти ракеты летают, которые были установлены в прошлом отчете. Ой, блин, развернуться, конечно, в его сторону. Тут еще геморрой. Так, 21 метр. С таким дружком мы уже знакомы. Пуск ракеты. Он меня засек. Он ее уничтожил. Так. Пуск еще одной ракеты. Включаю вооружение. Ага, это первая взорвалась. Возможно, он ее все-таки не уничтожил. Я понял. Я понял. Хорош. Получается, торпеда, она как бы летит, светится, а потом у нее происходит как бы второе зажигание, и она ускоряется и, ну, чуть-чуть тухнет. Я подумал, что он ее сбил, а на самом-то деле нет, она просто ускорилась. Короче, ладно. Лечу в сторону Луны и возвращаюсь к вам. Прыжок 406 километров. Ух ты. Ух ты. Я не ожидал, что я буду настолько близко к поверхности. Так, там какая-то... Там какое-то здание мерков. Блин, круто, круто. Так, давайте-ка я осмотрюсь, и мы продолжим. Я так подумал, первоначальная задача будет найти где-то тут лед, если он тут вообще есть. А я надеюсь, он тут есть. Либо найти какую-то станцию. Так, там мерки, там мерки. В принципе, полечу тогда в ту сторону. Вообще, по-хорошему, мне бы взять какой-то маленький корабль и на нем тут полетать, поисследовать. Но давайте для начала я перебазирую свой корабль. Кстати, вон какое-то пятно руды, вон какое-то пятно руды. Но меня интересует лед. Поэтому... Так. Гравитация мне не нужна. Выходим из гравитации.
Потому что я не уверен все же в Немезисе, что он спокойно сможет здесь находиться. В общем, ищу лед и возвращаюсь к вам. После небольших скитаний был найден лед, но есть кое-какая проблемка. Вот стоит база. Это база мерков. Я не уверен, как они на это отреагируют. К тому же вот еще стоит какая-то база. В принципе, я могу занять какую-нибудь территорию вот тут вот. Либо вообще вот тут, в огромном таком кратере. Возможно, я даже смогу туда спуститься на Немезисе, но я в этом не уверен. В общем, в любом случае, лечу в эту сторону и смотрю. Я нахожусь над этим большим кратером, и что-то меня чуть-чуть смущает активность в этом секторе. Ну, во-первых, конечно же, 2 базы мерков. Так, следующий сигнал. Ага. Вот, следующий сигнал. Что-то вот там, какой-то корабль, 19 метров. Там еще что-то непонятное. О, это станция. Вот это хорошо. Вот это очень хорошо, что тут есть станция. Так, следующий сигнал. Какой-то корабль, который буквально мне в спину летит. Надо бы развернуться и дать ему предупредительный выстрел. Так, ну, в принципе, да. В принципе, на этом все. Пока что, я надеюсь. Но сектор довольно-таки активный, как мне кажется. По сравнению с тем, что было у меня возле Пертама. Тут суета. Так, дружок-пирожок, 51 метр. Что тебе от меня надо? Либо ты просто летишь мимо. Ладно, я не буду его трогать. Возможно, он все-таки не на меня летит. Угроза у него нулевая. Пожалуй, не буду на него тратить торпеды. Я думаю, они мне понадобятся в этом секторе. Жду, пока он пролетит. И, наверное, попробую спуститься вниз. Посмотреть, что там есть. А после этого попробую слетать на эту станцию. Красивый кадр. Ну, корабль пролетает мимо. В принципе, я думаю, можно попробовать спуститься на планету. Для этого я возьму вот этот вот свой кораблик. Я не знаю, хватит ли его ускорителей для этой планеты. Точнее, для этой Луны. Но скоро мы это узнаем. Да, я думаю, я Немезис не потеряю. Так, в принципе, на Немезисе включена антенна на 3 километра. Давайте поставлю на... Не знаю, на 5. Все, 5 километров. Если что, я смогу с помощью антенны включить вооружение. Так, спускаемся. Даем небольшое ускорение в сторону Луны. Блин, это очень круто выглядит. Такой маленький корабль с такого большого корабля. Так, проверяем ускорители. Кажется, да, кажется, все в порядке. Спускаемся еще ниже. В принципе, вот так буду спускаться. Так, ну, некоторые трудности есть с этим маленьким кораблем. Я бы сказал, что ему не хватает все же ускорителей для этой Луны. Но посадку мы осуществим. Думаю, не буду спускаться в самый низ кратера. Просто найду более-менее ровное место и приземлюсь. Вау. Но вот этот кадр, это просто супер. Так, что мы тут видим? Да, тут есть лед. В
прекрасно. О боже, тут гравитация. Тут офигенная гравитация, блин, круто. Уи! Так, хорошо. Тут есть лед, тут куча льда. Что по этому кратеру? Блин, было бы славно, если бы солнце, конечно, взошло. Но, к сожалению, что поделать? Кратер довольно-таки ровный, я бы сказал. В принципе, неплохая посадочная площадка для Немезиса. Если ему хватит силенок. Я в этом не уверен, поэтому рисковать не буду. Область мы разведали. Сейчас я поставлю тут... Блин, кстати, 1,5 километра всего до них. Видимо, через вот эту гору. Ну да ладно. Я поставлю здесь координату. И после этого мы отправимся на вот эту вот станцию. Посмотрим, что там продается. Посмотрим, что там есть. Ух ты. Это они по метеоритам только что стреляли. Вот опять. И вот. Блин, интересно, интересно. Вот это вот уже неинтересно. Так, ладно. В принципе, я это место запомнил. Возвращаюсь на корабль. Потому что, возможно, у меня сейчас будут проблемы. Да, ускорения хватает. Так, я вернулся на корабль. Как раз вовремя. Не знаю, за мной ли он гонится или просто летит в это направление, но я думаю, скоро мы это узнаем. 150, 160. Нормально, он так набирает скорость. Блин, мужик, а что если ты не рассчитаешь свои силы и влепишься в планету? Как тебе такой исход? Я бы даже на это посмотрел. Так, похоже ли... Ну, блин, похоже, что он прям в меня смотрит. Правильно же я все вижу? Да, он прям в меня смотрит. Так, мужик. Мне с тобой тут делать нечего. Я делаю разворот и лечу на станцию. А ты тут развлекайся. Подождите, правильно ли я вижу, что прямо на станцию стоит сигнал? Так, подрубаю двигатели, чтобы разорвать с ним дистанцию. Ну ладно, не прямо возле станции, но очень близко. Слушайте, это, возможно, будет проблема. С ними я точно конфликтовать не хочу, с этими ребятами. Но при этом я хочу попасть на станцию. Ладно, сейчас что-то придумаем. Кстати, в принципе, они не в этой зоне. Поэтому, я думаю, спокойно можно облететь и пристыковаться на станции. Так, от этого я оторвался. Тут все хорошо. Я думаю, если близко не подлетать, ничего плохого не случится. В общем, подлетаю на станцию, стыкуюсь и возвращаюсь. Так. Подлетел я к станции. В принципе, остановился, где мне удобно. Давайте-ка посмотрим, что тут. Привет. Так, магазин. Ну, кстати, вот такое я вроде бы не видел. Нагината Military Frigate. Прикольно. Вот это я, кстати, тоже не видел. Light Escort Cruiser. Ну, остальные кораблики, кажется, я уже видел. Вот это вот интересная задумочка. Попробовать купить такой дрон и поиспользовать. Возможно, когда-то я этим займусь. Кстати, судя по всему, это военная фракция. Или, по крайней мере, военная станция, потому что продают ракеты, патроны и так далее. Это мы покупаем. И это мы покупаем. Водород и кислород. Хорошо. Если что, я пристыкуюсь и заправлюсь. Так, а что по контрактам? Контракты на закупку. Ну да, военная организация, им нужны всякие вот такие вот приколюхи. Доставка. У меня не хватает репутации, нужно будет повыполнять какие-то для них задания. Перевозка, кстати, доступна, но расстояние слишком большое. Космос, 22 километра. Можно будет, кстати, взять один контрактик, посмотреть, может, что новое будет. Возможно, даже его и возьму, не знаю. В общем, станция как станция, чуть-чуть другие корабли, а так, в принципе, все то же самое. Кстати, давайте посмотрим, что у нас по ремонту.
Вот этот корабль. 21 миллион. Ну, можно будет починить. Так, Немезис. Ремонт. Ну, где-то что-то повредилось. Принимаем, конечно же. Так, это мы тоже починим. Конструктор — это тот кораблик, который я получил в прошлой части. В общем, я подумаю, чем сейчас заниматься, и вернусь к вам. Я так подумал, раз я в новом секторе, неплохо было бы наладить отношения с этой новой фракцией, которую я тут встретил. Поэтому возьму у них задания всякие, типа вот таких вот, на утилизацию, возможно, что-то на закупку возьму, хотя вот, взрывчатка, в принципе, можно будет ее сделать. Получить репутацию, подружиться, получается, с этой корпорацией. Так, сколько тут еще до... Да, вот еще 2 минуты, короче, подожду. Посмотрю еще на контракты. Возьму их и буду с ними дружить, чтобы у меня были хоть какие-то союзники в этой локации. Да уж, ну и станция у вас, ребята. Мне тут как-то тесно. Вот. А так, из планов глобально мне нужно будет как-то вернуться туда. Возможно, дозаправиться с помощью... Хотя, зачем мне заправляться, если я могу на станции подзаправиться? Да, ладно, забыли про этот план. Вообще, из планов, когда-то я бы хотел себе станцию на Луне. Возможно, даже в том самом кратере, который я смотрел. Но для этого мне нужен корабль, который туда сможет спуститься. И на котором я спокойно смогу оттуда взлетать. Пока что такого корабля нету. Возможно, вот этот вот мой новый трофей как раз-таки этим кораблем станет. Но для начала его нужно починить. Но этим я буду заниматься уже потом. В принципе, можно попробовать на этом корабле опять же слетать на планету, посмотреть, что там будет. Опять какой-то корабль. Так, ладно. Отправляюсь на станцию, беру контракт и летим выполнять контракты. Так, контрактов нормальных я не получил, но кажется, я получил друга. Давайте-ка посмотрим на него. Атмосферные двигатели, водородные. Ну и чё ты сюда приперся, бро? Так, ладно. Лечу в сторону контракта, 22 километра. Возможно, даже сделаю прыжок туда, чтобы поэкономить время. Давай, только попробуй по мне стрельни. Так, прыжок в сторону сигнала. Я вроде бы все правильно выставил. Я надеюсь, я сейчас не прыгну на 400 километров. Блять. Так, ну, это микрофейл. Сейчас мы вернемся. Мы этот фейл с прыжком вырежем, конечно же. Его никто не видел. Так, пойдем посмотрим, что это такое. Угу. Ну, я уже видел такой кораблик. В принципе, не думаю, что есть смысл... Блин, его еще и взламывать надо. Или не надо? Надо. Что у тебя надо взламывать? Странно, я не вижу, что у него надо взламывать. Ладно, плевать. Просто разберем этот блок. Кстати, магний. Спасибо за магний. Так, и где же у нас может быть то, что мы ищем? Да, вот он, радиоперехват. Все, просто выполняем задание. Я не думаю, что мне хоть какие-то компоненты отсюда нужны. Разве что я бы взял ионные ускорители, но нет, мне слишком лень. Я здесь просто ради того, чтобы выполнить задание и получить репутацию с новой для меня фракцией. Возвращаемся на станцию и сдаем задание. Так, вернулся я с контракта, выключил щит, пристыковал корабль. Попробую с ними чуть-чуть, возможно, поторговать. Ну, в крайнем случае, подзаряжусь водородом. Так, контракт завершен. Супер, репутация получена. Так, что у вас по контрактам есть? В принципе, я могу сделать вот такие вот контракты. Дадут они мне 120 репутации. Звучит прикольно. Просто, 60 магазинов, почему нет? Давайте все-таки сделаю. Буду брать контракты, которые дают 120 репутаций. Утилизации нету. Остальное меня не интересует. Так, что в продаже?
принципе, то же самое. Да, в принципе, все то же самое. Заряжаю Немезис, смотрю контракты и будем продолжать. Будем думать, что делаем дальше. Взял 2 вот таких контракта. У меня для них все есть. Поставил это все на производство. Пока это все делается. Давай теперь проверим, все ли готово. Так, баки полные, все хорошо. Тут, кстати, можно смотреть контракты, которые буквально прямо сейчас на станции. И это довольно-таки прикольно. Контракты делаются. Уран все еще перерабатывается. Уран все еще есть. Это супер. Надо будет где-то продать железо, кобальт, когда он переработается, и никель. Надо будет куда-то их сплавить. Но пока что, я думаю, пойду сдам задание. Я так подозреваю, оно уже сделано. Оно уже все скрафтилось. Так, первый контракт готов. Второй контракт готов. Супер. Да-да, привет, бро. Сохан. Ну, неплохо, неплохо. Потихоньку развиваем с ними отношения. Новая фракция для меня в новом секторе. Поэтому нужно чуть-чуть подружиться с ними. Также я взял еще один контракт утилизации. Он, я так понимаю, на той стороне планеты, ну, точнее, на той стороне Луны. И туда мы попадем вот таким вот образом. Как я уже говорил, я покажу, как я этот корабль буду использовать, и, видимо, его время пришло. Так как он водородный, он должен спокойно справляться с этой гравитацией. Со всем этим он должен спокойно справляться. Так, почему мы не работаем? Кое-что не починено. Сейчас я, короче, починю, дозаправлю его на станции, и мы полетим выполнять контракт. Корабль у нас полностью заправлен. Как только я вылечу из этой зоны, я починю вот этот блок, который у меня не починился во время ремонта. Во, работает теперь. Так, тут какой-то корабль, но я думаю, мне на него плевать. Я просто полечу куда-то вот туда. У меня инвентарь забит. О, боже. Сюда каким-то образом передались. Хотя нет. Нет, подождите, это не мои предметы. Это, видимо, то, что было внутри этого корабля. Блин, круто. Спасибо. Пойду, короче, значит, пристыкуюсь к Немезису, перекину это все на него и отправимся на контракт. Как я и думал, корабль себя показывает просто великолепно в условиях лунной гравитации. Даже надо снижаться, потому что я перелечу и вылечу, видимо, за лунную гравитацию. Короче, летим на контракт, выполняем его, возвращаемся, сдаем. Какая-то база еще, Инкон, с которыми я теперь, напомню, воюю, потому что они на меня напали. В принципе, я воюю уже, наверное, со всеми такими фракциями, которые красные. Разве что остается еще одна фракция, которая вот эта вот. С ней я еще не воюю. Так. Поворачиваем, чтобы быстрее затормозить. И снижаемся. Ничего не видно, но по условиям контракта здесь должен быть разбившийся корабль. Посмотрим, что нам выпало в этот раз. Так, аккуратненько спускаемся. Ну, я бы сказал, что это не похоже на корабль, это больше похоже на кусок корабля. Либо какая-то типа капсула. Ну да, вот. Блок для соединения. Я бы сказал, что это просто кусок корабля, который, видимо, отсоединился от какого-то груза и свалил. Как видим, не особо он успешно и свалил. Доступ, конечно же, везде закрыт. Нужно что-то взломать. Ага, нужно все это разобрать. Быстренько все это разбираем и получаем доступ. Встроенная криокапсула. Окей. То, что необходимо для контракта, мы получили. Что тут есть еще? В
принципе, ничего особенного. Заберу это себе. Такой кораблик мне не нужен, но, блин, как для начала, этот корабль, мне кажется, даже очень прикольный. Да, тут, конечно, всего сколько? 4 ускорителя. Да, интересно, почему же он разбился, когда у него всего 4 ускорителя. Но прикольно, прикольно. Его можно разобрать, пересобрать. Возможно, тут даже водород есть. Тут даже водород есть. Офигеть. 1 000 000 литров водорода. Тут 1 000 000, и тут нет. Тут, к сожалению, нету. В общем, да, вот такой вот контрактик. Солнышко встало, а мы возвращаемся на базу. Можно, конечно, чуть-чуть подпилить этот контрактик. Давайте даже посмотрю, что тут есть такого интересного. Вот разве что вот это чуть-чуть подпилим. Почему бы и нет? Заберем себе эти ускорители водородные. Ну и в принципе бак заберем. В нем есть трубы, которые мне иногда нужны. Все, а так мне ничего здесь не надо. AMDC маяк. А ну-ка. Ой, смотрите, там паук. Это что такое? Офигеть. Я этих пауков видел на планете Пертам еще в самом-самом начале. А я могу тебя зарезать? Так, секунду. Класс. Так, ладно. Полетели, посмотрим, что это за маяк. Мне даже стало интересно. Блин, и вот тут прикольная локация. Тут довольно-таки большое место для базы. Так, дайте я ставлю здесь GPS. Возможно, когда-то построю тут какой-то аванпост. Не знаю. Так, посмотрим, что это за сигнал. О, это база. Да ты шо? Прикольно. Ребята, открывайте. Открывайте, я хочу к вам. Доступ запрещен. Блин, прикольно. Так, в 5 километрах от меня появились корабли Джанг. Возможно, скоро здесь будет какой-то файт. Блин, прикольно выглядит. То есть, ну, буквально база в скале. Так, что у вас тут происходит? 2 больших корабля и куча мелких кораблей. Там вон происходят какие-то файты. В этот вообще дымится уже. Так, мне это не нравится. Мне это очень и очень не нравится. Пора валить. Хо-хо. Так, давайте-ка посмотрим. Там, возможно, сейчас будет какой-то файт. Вылетаю на орбиту. Останавливаюсь и буду сейчас наблюдать за этим всем делом. Так, и надо бы покушать. Так, что у вас тут происходит? Как же он на меня смотрит? Какие-то дроны маленькие. Ну, прикольно, прикольно. Суета в новом для меня секторе. Так, мне нужно куда-то вот туда отвезти это все, поэтому я полетел. Не буду задерживаться, не буду тут особо смотреть за ними. Я думаю, они тут и без меня разберутся. Меня ждут контракты, да и вот эти вот сейчас на меня, скорее всего, нападут. Я прям по курсу лечу. Ну, я надеюсь, я быстрый. А как говорится, быстрые ноги пизды не получат. Я надеюсь, это со мной сработает. Да, да, все прекрасно. Так, направляемся на станцию и завершаем контракт. А, стыковки у нас не будет, потому что я внутри поля. Ладно, с этим я чуть-чуть позже разберусь. Иду сдавать контракт и будем думать, что делать дальше. В общем, контракты выполнены, репутация с этой фракцией улучшена. Этот маленький корабль я, пожалуй, оставлю здесь. Также я оставлю здесь GPS-метку, чтобы сюда потом вернуться. А сам я возвращаюсь на Немезис и
Буду потихоньку отправляться домой. Дорога будет очень-очень долгая. 4000 километров. По дороге остановлюсь на аванпосте. Дозаправлюсь. Возьму там, добуду еще уран. Возможно, лед. Все такое. Опять же, буду потихоньку возвращаться домой. Потому как у меня появился новый корабль, который нужно будет починить. А сделать это лучше всего дома. Да и к тому же, я думаю, цель данной миссии была выполнена. Я разведал новую территорию, посмотрел, какие фракции тут обитают, посмотрел, что тут происходит. В принципе, похоже на то, что происходило в моем секторе, но тут намного больше кораблей. Тут сразу же куча баз и так далее. Не буду томить ожиданием, я возвращаюсь на базу, продолжим уже на базе. Так что увидимся там. По дороге домой после, получается, уже второго прыжка я заметил какой-то сигнал. Направляюсь в его сторону. Угроза написано 2. Fighter дрон. Ну, интересно. Интересно. Я вижу там кучу то ли осколков, то ли это астероиды, не знаю. Надо подлететь поближе, посмотрим. Так, расстояние 3 километра. Я все еще не вижу, что это. Она прям очень маленькая. 5 метров. Ну, какой-то дрон. Кажется, он на меня не нападает, поэтому спокойно сближаюсь. Плохо видно, но это астероиды. И их там довольно-таки много. Вот они появляются. Я вижу лед. Это очень хорошо. Вот я вижу кусочки льда. Так, что ты такое? Пойду на разведку, пока у меня перезаряжается прыжковый двигатель. Сколько там? 2 минуты. Нормально, справлюсь. Пойду разведу обстановку. Так. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ну, выглядит интересно. Так. Что мы тут видим? Мы видим дрон, который может летать во все стороны. И мы видим неплохих таких размеров ракету. Такая ракета когда-то стояла на Фантоме. Ну, то есть она до сих пор стоит на Фантоме. Просто я уже Фантом не использую. И, ну, забавно на такой вот маленький дрон ставить такую огромную ракету, но выглядит это очень прикольно. Блин, знаете, я хочу себе это забрать. Какой-то сенсор. Не знаю, зачем он тут. Ну, да неважно. Да пофиг. Ломаем сенсор. Ломаем дистанционное управление. И ломаем ракетку. Так, а теперь это все запиливаем обратно. Это мое? Это мое. Супер. Так, что это было? Ага. Нет, это не они были. Только что что-то было, какое-то сообщение. Возможно, это он отправил. Я не знаю. Короче, на всякий случай возвращаюсь на корабль. Посмотрим, что это было. Если я опять же смогу это увидеть. Нет, я вижу только один корабль снизу. Bio-Weapon Transport. Ну, он меня в любом случае не интересует. Так, хорошо. Сейчас как-то попробую установить соединение с этим дроном и попробую его погрузить на Немезис. В общем, сейчас вернусь. Вот что мы имеем. Мы можем подключиться к дрону. Почему-то камера сразу же не поставилась. Ладно, поставим ее сюда. Офигеть. Круто. И мы спокойненько берем и летим сюда. Блин, оно тут... Хотя нет, все нормально работает. О боже, чего его так шатает? Ладно, его очень забавно шатает. Но да не важно. Я прилетел на Немезис. Так, попробую как-то его запарковать. Вот, наверное, сюда его и запаркую. Я думаю, можно ракетой зацепиться, и все будет хорошо работать. Так, все, цепляемся ракетой. Вырубаем ускорители. Все, супер. Теперь у меня вон там сидит мой новый дрон. Так, ребятки. Кто вы такие? Что вам тут надо? Вроде бы
это относительно нейтральная фракция. Если на них не нападать, они нападать не будут. Поэтому я на них забиваю. И давайте-ка осмотрим эти астероиды на наличие каких-то ресурсов. Я вижу металл. Я вижу, конечно же, лед. Вот это, скорее всего, кобальт. Либо магний. Скорее всего, кобальт. Короче, как будто тут есть какие-то полезные ресурсы. Поэтому я сейчас возьму буровой кораблик и подобываю их. В общем, я потихоньку добываю ресурсы. Тут их просто невероятное количество. Это какой-то прям такой кластер астероидов, в котором, ну, прям очень много ресурсов. Мне, ну, прям, не знаю, очень повезло. Я много раз повторяю слово «очень», но правда, ну, посмотрите на этот кусяру урана. Это ж вообще офигеть. Мне его надолго хватит, поэтому я максимально сейчас забиваю свои карманы, потому как я в любом случае возвращаюсь на базу, и на базе я уже все это буду перерабатывать. И пока я все это делаю, мне какие-то красные сигналы выписывают какие-то слова, типа «мы за тобой наблюдаем» и все такое. У меня есть подозрение, что мне это выписывает моя вот та вот ракета, так сказать. Ну, то есть дрон с вот этой ракетой. Я его захватил, но я его до конца еще себе не забирал и там, ну, ничего на нем, короче, не смотрел. Вот. Возможно, это он мне выписывает. Возможно, вон еще какой-то есть корабль. Не знаю. Короче, в любом случае, я добываю ресурсы, загружаюсь прям, ну вот, максимально по полной и лечу домой. Так, некий такой промежуточный итог. То, что я нафармил. Есть кобальт, есть платина, магний, кремний, в принципе, камень перерабатывается, куча льда и чуточку урана. Ну, всего-то 1 000 000 килограммчиков. Вот, если так подумать, хотелось бы, наверное, еще золота. Платина, окей, переработается, серебра и магния. А так все. Так у меня вообще все есть, все в достатке. Короче, дофармливаю эти ресурсы и наконец-таки отправляюсь домой. Не знаю, это очень забавно выглядит. В общем, сделал я 3-й прыжок. А тут вот такое количество кораблей. Корпорации Вкор и Оркс. Я уже, в принципе, набрал достаточную скорость. Вроде бы они меня не нагоняют. Но это просто довольно-таки забавно. Ладно, еще ускорюсь чуть-чуть. Так, все. Лимит по скорости. Как вы можете заметить, вес корабля 17 миллионов килограмм. Да, чуть-чуть поднабрал у меня Немезис. Ну, бывает. Зато ресурсов просто тут полный контейнер, тут полный контейнер. Еще и на буровом корабле заполнен контейнер. Вроде бы я от них убегаю. В любом случае, у меня прыжковый двигатель заряжается. Осталось сколько? 3 минуты. Хорошо, мне 3 минуты от них надо поубегать, и можно будет прыгнуть дальше. Так что, я думаю, встретимся уже на базе. Боже, наконец-то я дома. Мне уже даже не верится. Я так давно здесь был. Столько прыжков было сюда сделано, но наконец-то я дома. Так, по ресурсам, ну, дома все хорошо. Короче, нужно убрать ревенант. Уберу его, наверное, в сторону, прицеплю его там. Там есть коннектор, в принципе, тут можно будет коннектор сделать. Вот, короче, прицеплю его сбоку и пристыкуюсь на Немезисе. Вот, выгружу все, что у меня есть. Возможно, мне даже понадобится дополнительное место, так как все-таки на Немезисе больше контейнеров, чем на базе. Но это ладно, это я все буду решать попозже. А так, я думаю, сегодня успешный день. Я провел разведку в дальнем, очень дальнем для меня секторе. Понял то, что да, там можно жить,
там есть чем заниматься, но для этого нужен корабль, и этим я уже буду заниматься позже. Все, сегодня я иду отдыхать. До встречи.